Уникальный безрамочный экран, зеркальное 3D-покрытие корпуса, восьмиядерный процессор, 3 гигабайта оперативной памяти, бесконтактные платежи. Это BQ Universe, который уже успел завоевать сердца многих пользователей. И, кстати, не забудьте заглянуть за подробностями в описание, там для вас предусмотрена интересная скидка. Но иногда в реальной жизни происходят события, которые превосходят любую выдумку. Именно один из таких случаев мы сейчас вам расскажем. История, которая облетела весь мир и оставила множество вопросов. Все начиналось в небольшом, но спокойном городке Бетфорд, штат Пенсильвания. Элизабет жила там со своим мужем и сыном по имени Йозеф. Судьба этой семьи была наполнена испытаниями и горестями. Муж Элизабет страдал от алкоголизма, что негативно сказывалось не только на его здоровье, но и на их семейной жизни. Он был агрессивным, его поведение порой становилось невыносимым, и он стоял на учете в полиции. Элизабет, напротив, была женщиной скромной и тихой, своей жизни она посвящала сыну, и, несмотря на побои со стороны мужа, продолжала верить, что сможет сохранить семью целой. Ее главным желанием было создать для них спокойный дом, где царила бы любовь и поддержка, и она ежедневно старалась держать эту семью вместе. Однажды, как обычно, Элизабет пошла за покупками, но в тот день погода была весьма плохой, дождь лил как из ведра, и улицы были скользкими и неприглядными. В результате она решила оставить своего сына дома с мужем, полагая, что в это время на улице может быть опасно. Но, вернувшись домой, она обнаружила своего мужа, лежащего на полу у лестницы с бутылкой виски в руке, и сразу поняла, что что-то не так. Ее сердце сжалось от страха, когда она выяснила, что Йозеф пропал. Элизабет в отчаянии позвонила в полицию, чтобы сообщить о произошедшем. Когда полицейские прибыли, начался долгий и изнурительный поиск ее сына по всему городу. Офицеры обследовали каждый уголок Бетфорда, опрашивали соседей, искали свидетелей, но все тщетно. Прошло 3 дня безрезультатных поисков, и отчаявшийся отец решил остановить их. Это решение было ужасным ударом для Элизабет. Ее сердце разрывалось, она не хотела прекращать поиски, но под давлением мужа она подчинилась, хотя внутри все ее существо противилось этому. Вскоре этот ужасный случай стал забываться, и, как часто бывает, люди переключились на свои повседневные заботы, будто ничего и не произошло. Прошло 3 долгих года, когда однажды кто-то постучал в дверь, привнеся в жизнь Элизабет незабываемое событие. Она медленно подошла к двери, полна ожидания и надежды, но не подозревала о том, что должно было случиться. Когда она открыла дверь, ее сердце замерло. Перед ней стоял Йозеф, ее сын, которого она считала пропавшим навсегда. Элизабет не могла сдержать радости и, крепко обняв сына, попыталась отпустить его в дом, желая укрыть от холодной погоды и защитить от всего плохого, с чем он мог столкнуться на улице. Но Йозеф остался на месте и неожиданно сказал: «Мама, это я». Его голос был тихим и хриплым, как будто он возвращался не из веселых приключений, а из некой далекой темноты. Он взял Элизабету за руку и повел ее подальше от дома. Ее охватили странные чувства, смесь радости и тревоги. Она чувствовала, как ее охватывает хорошее воспоминание о сыне, но при этом его лицо было серьезным, бледным, а руки холодными, как у мертвого. Эта холодность настораживала ее. В конечном итоге они пришли на какой-то пустырь, где деревья казались черными силуэтами под серым небом. Йозеф отпустил ее руку и указал пальцем на землю,
как будто указывая место, откуда нужно что-то извлечь. В замешательстве Элизабет начала рыть голыми руками, и находка, которую она вскоре сделала, заставила ее сердце разбиться. С трудом копая, она вскоре наткнулась на что-то жесткое и холодное. Переполненная ужасом, она вдруг осознала, что выкапывает нечто страшное – труп. От ужаса она отбежала к Йозефу, но его там уже не было. Кругом царила мертвая тишина, и ее охватил страх и недоумение. Она в неистовстве бросилась на улицу и, переполненная паникой, побежала домой с единственной мыслью – вызвать полицию. По прибытию, согласно полицейским отчетам, оказалось, что труп принадлежал ее сыну, который исчез 3 года назад. Как показали расследования, его собственный отец избил его до смерти в тот ужасный вечер, когда Элизабет ушла за покупками. За это жестокое убийство мужчину приговорили к смертной казни, но это уже не могло изменить того, что он существовал в жизни Элизабет. Но даже это был не конец ее истории. Через несколько дней Элизабет нашли повешенной в своей комнате, и к ее смерти привели разные мнения. Некоторые считали, что это было самоубийство, следствием потери и боли, которую она испытала. Другие же утверждали, что Йозеф, вернувшийся с того света, отомстил своей матери за то, что она не смогла защитить его от своего самого большого страха – от насилия в их семье. Это трагическая и мрачная история о том, как реальность порой перешивает все границы возможного, стала известной по всему миру, оставляя за собой следы шока и сожаления. История Элизабет и Йозефа по сей день вызывает удивление и ужас, напоминая о том, как глубоки могут быть связи между матерью и ее ребенком, и какие темные горизонты порой мерцают даже в самых светлых мгновениях жизни.